Всем привет, это 4-й день, 7 часов утра. Первым делом я заскочил в наш приватный горячий источник, ну а дальше по плану у нас был завтрак. Как и ужин накануне, он был в традиционном японском стиле, но в сравнении с ужином я бы сказал, что нам понравилось немножко больше. Завтрак позади, чекаут, и вот мы уже на пути на станцию. Мы едем сегодня в Осаку, но для этого нам надо сначала вернуться в Одавару, чтобы пересесть там на Шинкансен. На станции было специально пару людей, которые помогали глупым гайджинам покупать билеты в автомате, что прикольно, потому что в первый раз это делая можно немножко запутаться. Но для тех, кто не знает, Шинкансен – это знаменитый японский скоростной поезд. Он соединяет крупнейшие города Японии и развивает скорость до 300 км в час. Ходят они часто и вообще как способ перемещения очень удобно, но не очень бюджетно. Билет до Осаки стоил нам около 75 евро, ну а путь занял чуть больше 2 часов. Прибыв в Осаку, мы пересели на местное метро, чтобы добраться до района Намба, где находился наш отель. Кстати, интересный момент, что, например, в Токио принято на эскалаторе стоять с левой стороны, а вот в Осаке с правой. Почему так, я не уверен, но кажется, так просто сложилось исторически. От всей этой дороги мы проголодались и решили, что давненько мы не ели рамена, и нам было интересно попробовать местную сеть, называющуюся Ичиран Рамен. Это почему-то очень популярная сеть среди иностранцев, и хотелось узнать, про что вообще весь хайп, так что мы нашли на карте ближайший Ичиран, пошли туда, но, к сожалению, там оказалась достаточно большая очередь, минут на 40, и в целом это было правдой для всех Ичиранов, которые мы видели впоследствии, так что мы просто пошли немножко погулять по улочкам, найти какое-нибудь менее популярное место, и наткнулись на Камакура Soup with Noodles, на эту вот сеть ресторанов, где мы сели. Там вот был такой вот планшет, на котором можно было заказать себе все, очень удобно. Вообще в Японии это очень популярная тема, что ты заказываешь себе с планшета или с автомата, и тебе не приходится делать заказ у официанта. Оплачивается потом также самостоятельно, у тебя есть чек, ты идешь на кассу самообслуживания и там оплачиваешь все, что ты заказал. Было вкусно, было много, было сытно и очень дешево на самом деле. Рис, пельмешки, лапша, где-то 7 евро, плюс напитки. Да и то, в принципе, можно себе напитки не заказывать, так как воду со льдом подают бесплатно. Ну и про воду это относится, в принципе, ко всем местам, где мы были, не только к этому месту. Дальше мы заскочили в соседний развлекательный центр, и один из этажей в нем был полностью посвящен всяким слот-машинам и другим автоматам, в которых ты играешь, чтобы выиграть какие-то монетки. Монетки эти это не настоящие деньги, а специальные жетоны, которые здесь ты можешь обменивать и пользоваться ими, чтобы оплачивать себе игру в этих автоматах. И нам стало очень любопытно, потому что ты выигрываешь монетки, которыми ты можешь оплачивать себе игру в этих автоматах, но зачем тебе выигрывать эти монетки, если там какие-то другие призы, подумали мы. Мы там увидели другого туриста, играющего в эти автоматы, и решили спросить у него, но оказалось, что он тоже не знает, но думает, что где-то, да, наверное, это все дело можно обменять. Но если вкратце, то нет, никаких призов там нету, жетоны эти на деньги ты обменять не можешь, и никаких лазеек, как, например, в пачинко, там нету. Получается, это просто такой гэмблинг во имя гэмблинга. Ну а что касается пачинко, чисто ради прикола мы решили тоже это дело попробовать. Азартные игры на деньги в Японии как бы нелегальные. Но именно в пачинко они эти законы как-то обходят. Ты можешь выиграть себе какие-то абстрактные призы, которые в соседней лавочке у тебя купят за деньги. Ничего я могу сказать. Это какой-то самый унылый вид гэмблинга, который вообще можно себе представить. Не рекомендую. Ну а после этого мы догуляли до района Шинсекай. Шинсекай переводится как «Новый мир», и район этот появился еще в начале 20 века и был символом прогресса. Ну а со временем он превратился в район с атмосферой ретро.
После этого мы отправились в наш отель, чтобы наконец-то скинуть сумки перед тем, как продолжить гулять по ночному городу. Из всех наших отелей это нам понравился меньше всего, просто потому что он был маленький, особенно туалет, очень тесно, просто неудобно. Ну что ж, время отправиться смотреть на ночную Осаку. Ну и, конечно же, символом ночной Осаки является улица Датанбори с ее сияющими рекламными вывесками. Там же мы увидели магазин Дон Кихота, самый большой из тех, что нам попадался, поэтому мы решили немножко зайти и прогуляться там. Дон Кихота — это такая сеть магазинов, в которых продается куча всего, от косметики, электроники, сувениров и снеков. В Японии очень популярны шоколадки KitKat. У них там есть сотни разных вкусов, включая всякие странные, как, например, с васаби. Говорят, что причина этой популярности связана с названием. KitKat звучит созвучно с фразой «китокацу», что значит «обязательно победишь». Поэтому KitKat часто дарит перед какими-то важными событиями, как пожелание удачи. Так что, купив себе немного китката, мы отправились дальше гулять вдоль канала, наслаждаясь атмосферой ночной Осаки. Тут же мы решили попробовать одно из известных японских блюд, берущих свое начало из Осаки – такояки. Это такие шарики из жидкого теста, внутри которых кусочек осьминога. Очень сытная штука. Хоть я еще и не успел проголодаться после такояки, мне захотелось попробовать говядину Кобе. Говядина Кобе – это одна из самых известных, наверное, в мире. Получают ее от особой породы коров вагю. И главная ее особенность – это мраморность. Все мясо равномерно пронизывают прожилки жира, делая его очень мягким и буквально тающим во рту. В ресторанах это мясо обычно стоит очень дорого, поэтому попробовать такой небольшой кусочек на шпажке – совсем неплохой вариант. Нагулявшись, мы быстренько заскочили в очередной раз в аркадный центр, где Олег снова поиграл на своих любимых барабанах, а также попробовал одну новую ритм-игру, тоже вполне себе интересная. Ну а после этого мы отправились в отель, и так и закончился наш 4-й день. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ну а новое видео уже скоро.